Соединенные Штаты отпраздновали 250-й день независимости. Грандиозные фейерверки, эвакуация сотен тысяч зрителей и Трамп, который сам себе помахал через телевизор. Зеленский и Путин поздравили Трампа с Днем независимости. Оба договорились, что он закончит войну. Третий день прощания с Али Хаминеи. Пришли и поплакали 3 сына Аятоллы. Четвертый, новый верховный лидер масштаба Хаминеи, до сих пор так и не объявился. Китай и Россия проводят масштабные морские учения в Желтом море и Тихом океане. В Южной Корее свой чемпионат мира среди роботов. Создатели обещают обыграть Месси и Роналду. Извержение вулкана Этна на Сицилии угрожает авиации на юге Средиземноморья. В Мексике панда Синь-Синь отметила 36-й день рождения. Именинницы подарили бамбуково-фруктовый торт. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Вашингтоне празднование 250-летия независимости США началось с хаоса из-за сильной грозы. Организаторы Freedom 250 объявили, что решение приняли из соображений безопасности из-за грозового фронта, молний и сильного ветра. С национальной аллеи десятки тысяч человек, ожидавших программу у монумента Вашингтону, отправили в музеи, правительственные здания и к выходам с территории проведения мероприятий. Авиашоу, устроенное в честь праздника, пришлось прервать. Да, конечно, самолеты не летают во время грозы. Мы все это знаем, поэтому аэропорты закрывают. Но здесь все выглядело не совсем логично. Из-за этого мы даже подумали, что, может быть, существует какая-то угроза безопасности. Если действительно была угроза безопасности, тогда эвакуация была бы оправданной. Так что кто знает, что на самом деле происходило. Но, по-моему, совсем не похоже, что сейчас будет гроза или дождь. Ну, мы останемся здесь, пока нам окончательно не скажут, что все действительно отменено. Мы проделали очень долгий путь, чтобы приехать сюда, так что мы останемся. Здесь облака, похожие на те, что бывают перед торнадо. И сейчас настоящая тишина перед бурей. Но да, поездка обошлась дорого. Мы ждем начала фейерверка. Но, наверное, к тому времени, когда нас снова пустят обратно, все уже закончится. После перерыва зрителей снова пустили на аллею. Выступление Дональда Трампа перенесли на 11 часов вечера по времени Вашингтона. Трамп ожидал свой выход на сцену в специально оборудованной бронированной капсуле. Камера телеканала Fox News в прямом эфире сняла, как Трамп смотрит по телевизору. Как он в этот момент смотрит себя по телевизору. Президент США помахал экрану и зрителям. Ведущие помахали в ответ. В ожидании отложенных из-за непогоды речи Трампа и салюта это стало еще одним неплохим развлечением. Несмотря на сильную грозу и эвакуацию зрителей, главные торжества по случаю 250-летия независимости США в Вашингтоне все-таки состоялись. Дональд Трамп выступил на Национальной аллее почти на 3 часа позже запланированного, заявив, что праздник не может быть сорван никакой непогодой. В своей речи президент вспомнил ключевые этапы американской истории, чествовал ветеранов Второй мировой войны, войны во Вьетнаме и кавалеров медали почета. На сцену также поднялся экипаж лунной миссии «Артемис-2», включая канадского астронавта Джереми Хансона. Добрый вечер, Америка. Если вы думаете, что это было легко, то это не так. И я хочу поблагодарить всех, потому что вы поступили правильно. Увидели молнию, и я сказал, ни за что. Даже если мне придется выступать перед одним человеком в 4 часа утра, я все равно буду здесь. Нас невозможно заставить отказаться от этого. По оценкам, до этого здесь было 375 тысяч человек. Всем пришлось уйти, а теперь здесь 150 тысяч. Это самое безумное, что кто-либо когда-либо видел. По крайней мере, я такого еще не видел. И я просто хочу сказать вам спасибо. Мне очень жаль тех людей, которые ушли и уже не смогли вернуться. Но вы особенные люди, и у нас особенная страна. Большое вам спасибо. Сегодня вечером мы собрались вместе, чтобы отметить одну из самых радостных и самых великих дат за все время. И вы знаете, о чем я говорю. 250-ю годовщину. И я должен сказать вот что. Один из моих очень талантливых сотрудников за кулисами сказал: «Не волнуйтесь, сэр, мы можем провести это, может быть, на следующей неделе». Я ответил: «На следующей неделе это уже не сработает. Сегодня главный день. Нам нужно именно 4 июля, а не какое-нибудь другое июля». Потому что сегодня исполняется 250 лет со дня принятия Декларации независимости. Ничего подобного нет. На протяжении 2,5 столетий наша американская республика остается высшим достижением человеческой истории. Эта страна — дом свободы.
Это земля свободы. А этот флаг — знамя самой выдающейся, самой исключительной, самой невероятной нации, которая когда-либо существовала на Земле. И сейчас у нас дела идут лучше, чем когда-либо прежде. Сегодня вместе с нами отмечает этот праздник еще один кавалер медали почета. Полковник Пэрис Дэвис, чье мужество принесло ему вечную славу во Вьетнаме. Он помог возглавить внезапную атаку против 100 солдат противника. Ему говорили, что все кончено, что всему его подразделению пришел конец. Но, несмотря на многочисленные ранения, угрожавшие жизни, он спас жизни своих товарищей. И сегодня вечером он стоит рядом с единственным в своем роде флагом, тем самым, который был накрыт на гроб президента Авраама Линкольна в Индепенденс-холле. Большое спасибо. Он выглядит лучше, чем я. Американская стойкость, смелость и дерзость создали таких героев, как Дэви Крокет, Уайетт Эрп, Энни Оукли, Теодор Рузвельт и легенда Дикого Запада Буффало Билл Коди. Это были великие, выдающиеся люди, и сегодня вечером с нами находятся их замечательные потомки. Они стоят рядом с одним из первых американских флагов, когда-либо развивавшихся над нашей расширявшейся страной. Этот флаг несли на запад, когда Льюис и Кларк начали свою экспедицию в 1803 году. Большое спасибо. Спасибо. Кену Шубрингу было 19 лет, когда он пережил японское нападение на Перл-Харбор. После того, как самолеты противника потопили такие корабли, как линкор USS «Аризона», он решил, что поможет Америке нанести ответный удар и победить. Он хотел, чтобы Америка ответила ударом и победила. Летая на бомбардировщиках Б-29 над Тихим океаном, Кен воевал с первого дня и до самого последнего. Он был на войне с самого ее начала и дошел до дня безоговорочной капитуляции противника. Мы добились безоговорочной капитуляции, и он был там. Сегодня капитану Шубрингу 104 года, и выглядит он действительно великолепно. Сегодня вечером он здесь, чтобы приветствовать флаг, который ушел под воду вместе с Аризоной в Перл-Харборе, но затем был вновь поднят благодаря невероятным американским патриотам. Это символ несгибаемости Америки. Пожалуйста. Лейтенант военно-морских сил Артур Роуз командовал 36 десантными катерами в составе крупнейшей морской армады в истории. Вспоминая то зрелище, он написал родителям: «Какая же великая у нас страна». Сегодня лейтенанту Роузу 107 лет. И он здесь, чтобы отдать честь одной из самых ценных реликвий нашей страны — флагу, который развивался над первым десантным катером в день Д и сопровождал первых американцев, высадившихся на пляжах Нормандии, чтобы освободить Европу и навсегда разгромить нацистский фашизм. Сегодня вместе с нами находится один из последних оставшихся в живых участников той битвы — 101-летний капрал морской пехоты Дон Грейвс. Он здесь, чтобы приветствовать тот знаменитый флаг, который он видел поднятым над Ивадзимой 81 год назад. И вы все много раз видели этот флаг.
И сегодня вечером вместе с нами экипаж миссии НАСА «Артемис». Вы знаете этот экипаж? Все знают. За эти 250 лет мир видел великие империи, огромные королевства, могущественные государства и ужасных тиранов. Они приходили и уходили. Но спустя 2,5 столетия эта американская республика по-прежнему стоит. Сильная и непоколебимая. И мы любим друг друга. Сегодня вечером вы это показали. Вам сказали, что все закончено. И что произошло? Вы вернулись. И этот американский флаг по-прежнему гордо, свободно и прекрасно развивается. Мы выстояли и процветали потому, что наши отцы-основатели были великими. Наше дело было справедливым. Наш народ — храбрым. Наша культура — исключительной. А наша судьба написана Богом. И все эти разговоры коммунистов, у них нет ни единого шанса, ни малейшего шанса. Нам не нужны коммунисты в нашей стране. Празднование Дня независимости США в Вашингтоне завершилось грандиозным салютом, несмотря на экстремальную жару, грозу и почти двухчасовую задержку программы. Главное праздничное шоу началось уже после полуночи. Над Белым домом, Капитолием и монументом Вашингтону одновременно вспыхнули тысячи фейерверков, а молнии над городом стали необычным дополнением к картине юбилейного вечера. Трамп фейерверком с громом и молниями остался доволен. За шоу он наблюдал из специальной бронированной капсулы, а по окончании поделился впечатлениями в своей социальной сети. Лучший салют в истории. Президент Дональд Джей Трамп. Кульминацией празднования 250-летия независимости США стало еще одно грандиозное пиротехническое шоу над Нью-Йорком. Главной площадкой традиционно стала акватория Ист-Ривер, где в течение 25 минут в небо выпустили около 85 тысяч зарядов. Это один из самых масштабных салютов в истории города. Залпы запускали сразу с нескольких барж, а также с Бруклинского моста, благодаря чему огненные каскады были видны одновременно с Манхэттена, из Бруклина и Куинса. За представлением наблюдали сотни тысяч зрителей на набережных и миллионы телезрителей по всей стране. Организатором шоу вновь выступила компания Macy's, которая проводит главный праздничный салют Нью-Йорка почти полвека. В этом году программа сопровождалась специально созданным музыкальным оформлением, включавшим классические американские произведения и современные композиции. Юбилейные торжества завершились синхронными фейерверками и праздничными мероприятиями во всех 50 штатах. Однако именно нью-йоркский салют стал одним из главных визуальных символов праздника. В День независимости Дональд Трамп провел отдельные телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, подтвердив, что Белый дом намерен продолжать посреднические усилия для прекращения войны в Украине. Трамп и Зеленский обсудили ситуацию на фронте, перспективы мирного урегулирования и договорились продолжить переговоры уже лично на саммите НАТО в Анкаре 7 и 8 июля. В Киеве заявили, что видят реальную возможность приблизиться к прекращению войны при активном участии США. Поздравил президента Трампа и всех американцев с Днем независимости. Очень хорошо поговорили по телефону. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю оказанную помощь, от джавелинов и патриотов до политической поддержки. И чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости. Я благодарен всем американским сердцам, которым не безразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение. Конечно, мы с президентом Трампом обсудили текущую ситуацию на фронте и в дипломатии. Существует реальная перспектива завершения этой войны, и решимость Америки будет иметь решающее значение. Мы договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре. Спасибо, Америка. Спасибо, господин президент. С Днем независимости. Желаю Америке дальнейшего процветания и только успехов. В Кремле сообщили, что разговор Путина и Трампа продолжался около 1,5 часов. Путин, как сообщается, изложил свое видение ситуации на фронте, настаивал на версии продвижения российских войск и вновь обозначил прежние условия урегулирования. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирного решения и обсудил предстоящий саммит НАТО. Разговор, это уже 4-й в текущем году, был, естественно, не только протокольным, но деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двухсторонней и международной повестки дня. Кстати,
Этот разговор продолжался почти 1,5 часа, если точно 1 час 25 минут. Президенты, естественно, затронули тему украинского регулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. Президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет. Стоит, уважаемые коллеги, упомянуть о том, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. А на этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры. И это о многом говорит. На фоне растущего противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай и Россия начинают совместные военно-морские учения «Морское взаимодействие 2026». Маневры проходят у китайского порта Циндао в Желтом море. После их завершения корабли двух стран впервые в этом году проведут совместное патрулирование в акватории Тихого океана. В учениях задействованы ракетный крейсер, фрегат, подводная лодка и спасательное судно России. Китай направил эсминцы, фрегат, подводную лодку, корабли обеспечения и морскую авиацию. По официальной версии Пекина, военные будут отрабатывать совместную разведку, противовоздушную и противоракетную оборону, а также нанесение ударов по морским целям. Министерство обороны Китая заявляет, что маневры носят плановый характер и направлены на поддержание региональной стабильности. Однако совпадение по времени вызывает особое внимание. Практически одновременно Тайвань сообщил о рекордной активности китайского флота. По данным Совета национальной безопасности острова, вдоль так называемой первой островной цепи, от Японии через Тайвань до Филиппинам, сосредоточены более 110 китайских боевых кораблей и судов береговой охраны. В Тайбэе такую концентрацию сил назвали беспрецедентной и расценили как усиление военного давления со стороны Пекина. На этом фоне Тайвань впервые за 24 года возвращает в программу военных академий курсы антикоммунистического патриотического воспитания. В Министерстве обороны острова заявляют, будущие офицеры должны лучше понимать характер угроз и быть готовы защищать страну в случае возможного конфликта. В Тегеране продолжается третий день прощания с верховным лидером Ирана Али Хаминеи. Главной темой церемонии стало не только многотысячное шествие, но и отсутствие на публике нового верховного лидера – Маджтаба Хаминеи, который после гибели отца возглавил Исламскую республику. Но с марта он так и не появился перед публикой, и его ни разу не показало государственное телевидение. Источники агентства Reuters утверждают, что во время февральского удара США и Израиля он получил тяжелые ранения, включая серьезные травмы ног и лица. Вместо него у гроба аятоллы Хаминеи сегодня молились трое братьев Маджтабы – Мустафа, Мейсам и Масуд Хаминеи. Государственное телевидение впервые подробно показало их участие в церемонии. Еще одним важным сигналом стало появление нового командующего корпусом стражи Исламской революции Ахмада Вахиди. Он впервые после назначения публично принял участие в траурной церемонии, а ранее был замечен среди генералов, отдававших воинские почести у гроба Хаминеи. Для иранского руководства это стало демонстрацией того, что военное командование и политическая власть продолжают действовать согласованно после смены верховного лидера. Власти Ирана рассчитывают вывести на траурные процессии миллионы человек. Государство организовало бесплатный транспорт, питание и размещение паломников. А впереди шествие в Куме, затем в иракских шиитских святынях Наджафе и Кербеле. Завершатся похороны 9 июля в Мешхеде. В южнокорейском Инчхоне завершился Робокап 2026, крупнейший в мире турнир по робототехнике и искусственному интеллекту. Главным событием стали матчи человекоподобных роботов, которые самостоятельно играли в футбол, падали, сталкивались друг с другом
поднимались и продолжали игру без вмешательства операторов. Победителем стала команда Хефаестус университета Цинхуа, обыгравшая в финале команду Китайского сельскохозяйственного университета. Сначала я начал заниматься чем-то вроде робота-собаки и роботизированной машинки. А на втором курсе узнал о команде на нашем факультете. Она называется Хефаестус университета Цинхуа. Я присоединился к ней и начал учиться под руководством моего профессора Чжао Минга. Он очень многому меня научил. Я очень счастлив и очень благодарен за возможность участвовать в этом турнире. Конечная цель нашей команды — стать чемпионом FIFA в 2050 году. Именно к этому мы и идем. На самом деле, более 70% команд, использующих здесь на RoboCup платформу Booster, это зарубежные команды. Здесь есть команды из Германии, Южной Кореи, США. Участники со всего мира используют Booster. Так что речь идет не только о китайских командах. Наша идея заключается в том, чтобы сделать человекоподобных роботов доступными для каждого дома, чтобы они были действительно недорогими, надежными и удобными для повседневного использования. Если сравнивать с тем, что уже существует на рынке, то, на наш взгляд, для следующего поколения искусственного интеллекта таким же прорывом станут персональные роботы, каким когда-то стал персональный компьютер. В соревнованиях приняли участие более 3000 инженеров и ученых из 45 стран. Организаторы отмечают, что свыше 70% команд использовали гуманоидные платформы китайской компании Booster Robotics, которыми пользовались команды из Китая, Германии, Южной Кореи, США и других стран. Помимо футбольных матчей, роботы соревновались в поисково-спасательных операциях, моделируя работу в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф, одном из самых перспективных направлений практического применения искусственного интеллекта. В Мехико отпраздновали 36-й день рождения панды Синь-Синь, единственной большой панды во всей Латинской Америке и одной из самых пожилых панд в мире. В Центре сохранения дикой природы Чапультепек для именинницы приготовили праздничный торт из ее любимых фруктов, овощей и бамбука, а за праздником наблюдали сотни посетителей. Вместе с сотрудниками зоопарка в церемонии участвовали представители посольства Китая. Праздник совпал со 103-й годовщиной самого центра Чапультепек. С днем рождения, Синь-Синь, браво! Пусть ее история и дальше вдохновляет девочек и мальчиков, которые сегодня с нами, чтобы они выросли с той же любовью и уважением к природе, которые она пробуждала в миллионах людей на протяжении более 3 десятилетий. Это, несомненно, будет лучшим подарком, который мы можем преподнести Синь-Синь и будущему нашей планеты. Синь-Синь родилась в 1990 году и является дочерью легендарной панды Тоуи, первого детеныша большой панды, появившегося на свет за пределами Китая. По словам ветеринаров, благодаря постоянному уходу, специальному рациону и круглосуточному наблюдению, Синь-Синь уже значительно превысила среднюю продолжительность жизни своего вида под опекой человека.